В этом огромном мире есть 7 имен, которые могут объединить миллионы сердец по всему миру. RM, Джин, Шугар и Хоппи, Джимин, Ви и Джанкук. Они не просто айдолы. Они – вдохновение. Добро пожаловать на этот канал. Теплое место для всех ARMY, которые хотят сблизиться, узнать и полюбить BTS больше. От их пути, полного трудностей, потрясающих сценических моментов, до маленьких, трогательных историй, мы обсудим все это здесь. Потому что за ярким светом и вспышками камер скрывается настоящая история дружбы, упорного труда и безграничной любви. Так что не забудьте подписаться и включить уведомления, потому что наше путешествие с BTS начинается здесь. Первое, что вы замечаете в Джанкук в последнее время, это то, как он устал. Его глаза выглядят тусклыми, таящими глубокую печаль, как будто он не спал несколько дней. Его лицо излучает настоящую усталость. Это не просто часть внешности или образа, сформированного для публики, а следствие неустанной тяжелой работы. У Чингука плотный график, мероприятия, записи и другие обязательства. Все для того, чтобы выполнить заключенный контракт. Не из-за его личного желания, а потому что это его обязанность как артиста. За улыбкой и выдающимся выступлением на сцене многие не видят бремени, которое ему приходится нести. К сожалению, критика и обвинения все еще исходят от тех, кто не знает правды. На самом деле, просто посмотрите на его лицо, чтобы понять, что Чингук устал. То, что не включено в контракт, это его самая личная жизнь, особенно его отношения с Тэхёном. Это то, что он защищает, то, что не должно выставляться на показ. На фансайне в Японии Чингук подчеркнул, если он не появляется с Тэхёном, это не значит, что их отношения не настоящие. Напротив, их отношения слишком драгоценны, чтобы превращаться в спектакль. Они предпочитают хранить их вдали от всеобщего внимания и волн слухов. Им не нужно всегда быть вместе на публике, чтобы показать, что они связаны. И это выбор, который заслуживает уважения. Тэхён также сказал что-то подобное в 3-м эпизоде «Are You Sure?». Он подчеркнул, что когда он путешествует или проводит время с кем-то важным для него, он не делится этим по телевизору. Потому что не всем нужно делиться с публикой. Их личная жизнь принадлежит им и будет обнародована только если они этого захотят. Вот почему настоящие фанаты понимают, что доказательства – это не то, о чем им нужно просить. Важно то, что они уважают друг друга и чувствуют себя комфортно друг с другом. Их близость заключается не в их присутствии в социальных сетях, а в преданности и понимании, которые растут в тишине. Когда Тэхён пришел на концерт Джина, ему не нужно было ничего говорить, чтобы выделиться. Он вышел из машины в простой футболке, его тело выглядело сильным и натренированным. Он не выходил на сцену, не пел, не выступал, чтобы его похвалили. Он был там просто для поддержки, и одного его присутствия было достаточно. Он стоял там, с Намджуном и Джей Хоупом, наслаждаясь шоу со своих мест. Им не нужно было быть в центре внимания, чтобы проявить привязанность к Джину. Тэхён знал, когда нужно отступить и позволить другим сиять. Его решение не появляться на сцене было тихим проявлением уважения. Тем временем Чингук не появился на концерте. Но все знали, почему. Он был измотан, его тело и разум требовали отдыха. Его отсутствие было не признаком неуважения, а необходимостью. И Тэхён, больше, чем кто-либо другой, понимал это, потому что для них не все нужно было говорить, чтобы быть понятым. Им не нужно было все время быть вместе, чтобы чувствовать связь. Когда один отсутствовал, другой понимал. Когда одному нужна была поддержка, другой ее оказывал, без огласки и без показухи. Такие отношения строятся не на общественных ожиданиях, а на глубоком доверии. Тэхён не приходит на концерт, чтобы показаться, а чтобы быть там для своего лучшего друга. Так же, как он приходит к Чингуку,
даже когда они не в одном месте. Каждый их шаг отражает, что их отношения построены на взаимном уважении. Не на ярлыках, не на свете прожекторов. Вот почему настоящие фанаты не требуют их совместного появления. Они знают, что отношения измеряются не количеством фотографий или видео, а языком тела, искренней заботой, маленькими, искренними жестами. Например, однажды Чингука видели в красных шортах, когда он выбирал мягкую игрушку, шорты, похожие на те, которые часто носил Тэхён. Это было не просто совпадение. Чингук часто выбирает цвета, предметы или стили, которые напоминают ему о Тэхёне. Его язык тела, его выражения, даже то, как он игриво высовывает язык, часто отражают фирменные жесты Тэхёна. Эти вещи не постановочные. Они не являются частью маркетинговой стратегии или фан-сервиса. Это небольшие жесты, которые появляются со временем, отражая сильную эмоциональную связь между ними. Жесты, которые могут быть только у двух людей, которые действительно знают друг друга и заботятся друг о друге. За кулисами они нежно массируют друг друга, когда устают, держатся за руки, подбадривают друг друга перед выходом на сцену. Ничего не подготовлено для камеры. Ничего не выдумано, все реально, все искренне. Когда они находятся в одной комнате, царит другое спокойствие. Их взгляд спокоен, их голос мягок, их присутствие друг с другом достаточно, чтобы успокоить.